В принципе, как мужчина, ты очень симпатичный. То есть с тобой бы я, скорее всего, познакомилась и приятно бы провела бы вечер. Здорово, ребят. Я в Москве, и чтобы узнать, насколько хороший горячий прием нам могут оказать в России, я решил поспрашивать об этом симпатичных русских девушек. Смотрим, что получилось. С каким парнем ты хотела бы познакомиться? Он должен быть мужественным, прям воплощение настоящего мужчину, прям с бородой, желательно брюнет. Как я? Но вы не брюнет. Уверенного, сильного в себе. Все. Все, этого достаточно. Который любит собак и машины. $100. Да. Но я к нему и притронулся. Не знаю, с классным. Смелым и с мужественным. Умного, интересного, интеллигентного и не курящего, наверное, не пьющего, но желательно. Не обо мне. Ну, с настоящим мужчиной. А что ты называешь под настоящим мужчиной? Настоящий мужчина, который подошел, взял, забрал тебя с собой на плечо и увез, да? Давай я сейчас положу тебя на плечо и отвезу в Тольятти. А почему в Тольятти? Ну, я подарю тебе Ладу Приору. А можно лучше велосипед? Какой лучший способ познакомиться с тобой на улице? Самый лучший способ познакомиться со мной на улице — это эффект неожиданности и приятности, я бы сказала. То есть, как бы, если там человек подходит ко мне знакомиться, подготовившись, там, купил цветок, сказала так-то, так-то, ну, или креативность. Самый отличный способ. Но, например, можешь ты рассказать самый идеальный сценарий знакомства с тобой на улице, ну, который ты себе представляешь? Нет. Ладно. Я вообще против знакомств на улице, но вот недавно ко мне подошел молодой человек, который очень эффектно решил познакомиться, и это, собственно, меня сразило. Он мне рассказал о том, что он работает в Макдональдсе, жарит суперсочные котлеты, и я обязательно должна прийти и попробовать именно его котлеты. И меня так повеселила эта фраза, что я подумала, что нужно уделить ему внимание. На улице подойти и заговорить. О чем? Да, просто подойти и поговорить. Спросить, как дела, почему нет. Вот, мне кажется, любую девушку поразит и удивит этот... Если парень не купит шаурму в тонком. Очень, да. Шаурма, кстати, покормить — это тоже одна из физиологических потребностей. И мне кажется, это поможет. Но, в принципе, я думаю, что любой романтичный поступок, прежде всего, привлечет внимание. Букет из шаурмы. Наверное, просто достаточно подойти и сказать: меня зовут там Лёша, Вася, Петя. Просто? Ну а зачем изощряться? Иногда это очень сильно портит. Неожиданный. Мне кажется, любая неожиданность, она классная. Типа, если парень выскочит перед тобой, обольет тебя колой и даст пощечину и скажет, типа, йоу, тёлка, твоей маме взять не нужен, ёпта. Черт, нет, вот это отстой полный. Это просто надо удалить из умов всех молодых людей. Снять трусы, отлизать. Все решительно, ну ладно. Я шучу, не-не-не, давай, не перезапишем. Я это вырежу. Чтобы со мной познакомиться, он должен на что-то мне принести в жертву. Например, Козла, оленя, курицу голову отрезать. Нет, на самом деле я очень люблю всякие разные брюлики, украшеницы, и там, не знаю, хотя бы цветочек подарить, не знаю, подойти, то есть, чтобы я что-то приняла от него в дар. Подойти к тебе должен и такой дать тебе, я не знаю, какое-нибудь ожерелье в Сваровске или Картье. Нет, он просто должен показать то, что он Подарить тебе хэчин. Он должен показать то, что он щедрый. И... Шаурму в тонком. Ну, хотя бы, да. Пока мы будем идти и кушать, попытаться со мной как-то завести беседу. А если у него нет денег на шаурму? Блин, вот тут, не знаю, если нет денег на шаурму, ну, пускай спасается внешностью хотя бы. Внешностью и харизмой. Сбить меня на велосипеде. Ну, и как-то проявить внимание, ну, не знаю, что-то такое интересное. Как, например? Можем угостить мороженым. Мне тоже нравятся те, которые умеют разговаривать, да. Наверное, какой-нибудь оригинальный способ он должен придумать. Ну, знаешь, очень мало людей, мне кажется, которые не умеют разговаривать. А какой оригинальный способ? Ну, начнем с того... Шутка про мертвых детей? Нет, не про мертвых детей. Начнем с того, что должна быть какая-то внешняя привлекательность. Вот лично для меня, если он будет внешне привлекательный,
для меня, то он может, в принципе, заговорить о чем угодно и привлечет внимание даже там простой фразой «Привет, как дела?». Этого будет достаточно. На что ты обращаешь внимание, когда к тебе подходит знакомец на улице в первую очередь? Руки, глаза, зубы. Что с руками, что с глазами, что с зубами? Маникюр, добрые глаза, ровные зубы, не пахнет. Огромные зубы? Ровные зубы. Вы не познакомились с англичанином? Нет, точно нет, не мой типаж. Ну, в первую очередь, это, наверное, внешность. А что именно во внешности? Лицо, и как бы, как он говорит, если он умеет разговаривать, это да. А бывает, он подойдет и скажет, типа... Ну, разные реальные ситуации бывают, поэтому... На руки и ботинки. А что должно быть с руками, что должно быть с ботинками? Руки ухоженные. Их две должно быть? Ну, как минимум. А если у него 3? Отлично. Мне нравятся необычные люди. Во внешности, наверное, глаза, улыбка, чувство юмора. Ясно. Ну, на руки, наверное, на прическу. Не знаю, опрятность. Руки там не женские, мужские. На рост. И какой для себя оптимальный? 1,80 м, 1,85 м, 1,90 м. А если к тебе подойдет карлик? Сразу нет? Ну, может, он подойдет и попросит купить мороженое, поэтому я ему куплю, а так нет. И карлику? Мороженое? Куплю карлику мороженое. Во-первых, чтобы не пахло изо рта. А второе это руки. Вот. Что с руками? Чтобы они не были слишком короткие, не были слишком длинные. То есть парень не должен быть тирексом и не должен быть чуваком из фантастической четверки, да? Ну, желательно, да. Но если он даже будет с каким-то фантастическим чуваком из фантастической четверки, он должен быть мега сексуальным чуваком из фантастической четверки, что-то. Смотрела новый ремейк? Нет, Ладно. честно, не смотрела. Но мне нравится чел, который там тянется в разные стороны. Я думала, что Про него и мы с ним закрутили. Во-первых, важно, как человек выглядит. Да? Мне кажется, безусловно, важно, как он выглядит, как он говорит, его манера общения, его манера представления себя и как он относится к девушке. Я считаю, что любой мужчина должен подойти и в первую очередь сказать на «вы». Какие для тебя главные аспекты во внешности потенциального мужчины? Он должен быть ухожен, у него должна быть обязательно чистая обувь. Не как я с бородой. У тебя есть борода, я скажу тебе. Конечно, ну, какой-то внешний вид — это действительно опрятность. То есть нет каких-то там нет. Знакомлюсь только с брюнетами с бородой. Ну, это смешно. Очень важно, как человек держится, что он говорит. То есть это все чисто на таком, наверное, интуитивном уровне. Кому-то хочется какую-то шутку услышать, кому-то хочется какую-то вежливую, почтительную, не знаю, вопросы хитрые, заумные, поэтому... Хочешь, расскажу тебе шутку смешную? А познакомилась бы ты или стала встречаться с иностранцами? Да. Тогда из какой страны и почему? Ты знаешь, мне нравятся больше всего кавказцы, потому что я считаю, что кавказцы, они эталон мужественности. Возможно. Почему бы нет? А ты? Нет, я патриот. Окей, если с иностранцем, то из какой страны и почему? Даже не думала об этом, если честно, но из какой-нибудь, может быть, Франции, Италии. Ты слышала про итальянский город Тольятти? Тольятти? Да. Слышала. Да. Только про русский. Смотря на каком языке он бы разговаривал. Если на английском, то окей, если на своем, то нет. Ну, на английском, естественно. На английском, да, познакомилась, но в качестве друга, в качестве общения. То есть встречаться бы не стала и спать не стала бы? Ну, я еще говорю, сначала нужно пообщаться, повстречаться, а потом уже посмотрим. Ну, тогда из какой страны предпочтительнее или для тебя не имеет значения? Ну, почему же? Германия. Ближайшая Европа, так сказать. Ну, вот, Польша? ну, не точно. Сербия? Ну, знаешь, что я, думаю, Венгрия? Чехия? все. Но если он будет умный немец, например, ну, если он будет умный, я буду его понимать, интересный, то он, возможно, все возможно, нельзя зарекаться. А как у тебя с английским? Ой, плохо, я скорее sprechen Sie Deutsch. Я достаточно долго жила за границей, поэтому для меня нет какой-то разницы, кто со мной общается.
Да, ну я, в общем-то, тоже жила за границей, я работаю в гостиничной сфере, поэтому с иностранцами знакомлюсь каждый день, общаюсь каждый день, но я не ставлю цели себе именно там выйти замуж за иностранца, познакомиться, уехать за границу. Нет, я больше, наверное, скорее патриотка, и мне ближе общение с нашими мужчинами русскими в плане менталитета, но если это иностранец, я также не делю по принадлежности какой-либо расе, цвету кожи, религии и так далее. Сколько должно пройти времени от знакомства до койки? Я так и знала, что это все к тому идет. 5 свиданий. 5 свиданий. А как часто и регулярно должны быть свидания? 5 свиданий могут пройти за 2 дня? Нет. По свиданию в день, неделька. После свадьбы все-таки. После свадьбы? Кстати, как вариант, да. Я чувствую, что слева от меня сидит самый большой лжец во всем свете. Я верю в эти святые идеалы, так что после свадьбы. Вы знаете, ну как пойдет. Не, ну То есть ты смогла бы переспать с парнем в первый день после знакомства? ну вообще нет, хотя бы 2 недели. Хотя бы 2 недели, потому что, ну, на самом деле, я достаточно такой человек с опытом, поэтому... Расскажи про свой первый опыт. Вообще-то мой первый опыт, я только спустя 3 месяца что-то. Парень за мной очень долго ухаживал. Месяц, ну, хотя бы просто узнать друг друга, потому что... А если вы видитесь прям вот 24 часа в сутки на протяжении недели, этого времени достаточно, чтобы узнать друг друга? Не знаю, мне кажется, должна быть вот вспышка искра, и там уже вообще все равно. Ну, как бы 2 дня, неделя, 3 года. Не могу сказать. Я просто никогда не задумывалась об этом. А из практики? Нет, у меня нет практики. В зависимости от того, как сложится сценарий нашего с ним. Минимальный сценарий. Который у меня был в жизни. Не-не, который, ну, мог бы произойти. Да, был в твоей жизни. Окей, 1 день. 1 день. Оперативно. Минимум месяца. Месяца? Сколько? Конкретней. Больше, чем 2 месяца. Больше, чем 2 месяца. 3? Если встречи будут частыми, ну, не знаю, мне кажется, даже честно больше 3. Только за дурочку меня не сочтите. Ты имеешь в виду, чтобы лечь спать, но если знакомиться с днем, то поспать лучше? Мы взрослые люди, я думаю, ты поняла прекрасно, что я имею в виду. Ну, на такие вопросы нет, я думаю, какого-то правила. Как там нас учили? Как минимум 6 месяцев. Да-да-да, букетно-конфетный. Нет, а до свадьбы я считаю. Нет, на самом деле это безусловно шутка, но мне кажется, что вот для меня, когда со мной знакомятся, у меня сразу делится, у меня в глазах существует такое деление, это либо человек уходит во френд-зону, либо в потенциального молодого человека, да, если, в общем-то, я свободна, и если человек ушел во френд-зону, обратно он никак не вернется. Вообще никак? Вообще никак никогда, в жизни у меня такого не было, уже все проверено, как бы я не пыталась, поэтому если человек меня сразу не заинтересовал, если между нами не было искры, вот, как сказать, матч не случился, вот, то химии, да, нет, то уже, честно говоря, только дружба и все. Ну, а дальше все зависит, безусловно, от мужчины и от того, насколько у вас будет интерес. То есть вы можете прообщаться год-два и просто быть в таком в дружеском ключе вести беседу, да, вот, а может быть у вас разгорится бурная страсть, и вы через 3 месяца просто уже пойдете подадите заявление в ЗАГС. Знаете, я знаю такие примеры, когда люди выходили замуж спонтанно, быстро и жили долго счастливо, а некоторые встречались по 10 лет, а потом выходили замуж, женились и, в общем-то, там через год могли уже развестись. Поэтому каждая ситуация, она, безусловно, индивидуальна. Фух, еще раз здорово, ребят. Офигеть, целый месяц прошел с момента, когда я выложил свое последнее видео. Сильно извиняюсь за это, но я не оставил YouTube. Больше 500 подписчиков на канале. Для меня это просто невообразимо. Несмотря на то, что я был очень сильно занят, я каждый день проверял состояние канала. И каждый день я видел, как подписывались вы, ребят. И я просто был в шоке. В любом случае, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее. Оно будет ровно через неделю. Раз точно. Ну а если вы парень, и эти советы помогли вам познакомиться с девушкой, то не поленитесь поставить видео лайк и поделиться им со своими друзьями. А если вы девушка и вы не согласны с теми вещами, которые были ранее сказаны в видео, то не поленитесь оставить комментарий и сказать, что же было не так. Вообще, видео получилось довольно длинным, и я не хотел бы больше отнимать ваше время, но вы можете вступить в мою группу ВКонтакте по ссылке в описании
И там я скоро выложу какое-нибудь специальное видео, в котором я расскажу о новостях и планах, которые у меня появились на канал, что вы будете видеть в нем дальше. Как-то так. Сейчас будут еще одни слова на пункте. Самое, наверное, важное — это не бояться, потому что все действительно привыкли знакомиться в соцсетях, там все застрахованы. Если видишь девушку, которая показалась симпатичной, мне кажется, рискни, ничего страшного нет. Безусловно, не обижай ее, если вдруг услышишь отказ. Ну, а там, я думаю, гораздо больше возможностей, что все сложится, все будет прекрасно. Так что рискуем и надеемся, что все получится. Не пришикни, ребят, потому что не надо мямлить. Девушки любят настоящих мужчин. Вот. Взял, забрал на плечи в туалете. Не знаю, что еще спросить. Матвей, что еще можно спросить? Я у тебя оператор сегодня. Меня Маша зовут. Меня Саша, я умею разговаривать. А еще Как- он мо- улыбается мо- и чувство А еще юмора. в твоем стиле, да, в твоем вкусе. Что, может, устроим 5 свиданий? Не-не-не, теперь я после свадьбы. Какие девушки непостоянные.